Приветствую любителей турбо-микрореактивной тяги. В этом видеоролике продолжим заниматься микрореактивным двигателем, хотя и немножечко косвенно. Потому что хочу сделать испытательную установку для турбин, чтобы раскручивать их до безумных оборотиков. Хочется оценить вибрации, которые они вырабатывают, например, на 100 тысячах оборотов в минуту. Для этого нужен многорасходный компрессор, который вырабатывает хотя бы 0,2 бара давления при большом расходе воздуха. У меня даже уже есть такой агрегат. Я его очень давно сконструировал и даже хотел поставить в автомобиль. Вот при таком дупле, друзья, он внутри создает 0,25 бар давления. То есть даже открытое отверстие не мешает ему создавать внутри давление. Здесь стоит 5-киловаттный моторчик на неодимовых магнитах. Он разгоняет крыльчатку до 33 тысяч оборотов в минуту. Это крыльчатка с гигантского турбокомпрессора для огромного мощного двигателя. На 33 тысячах она создает всего лишь 0,25 бар давления. Как бы не так уж-то и много. И еще здесь есть одна немаловажная проблема, которую нужно будет решить. Все-таки эта конструкция у меня разлетелась. Ротор двигателя, вращающаяся часть, которая как раз таки с неодимовыми магнитами, обмотки они здесь неподвижные. Так вот эта часть, она отошла от своего места на больших оборотах и начала цеплять за статор. Был дикий шум, я даже не знаю, выжили ли там внутри магниты, но я все поставил на место, вправил, так сказать, и теперь оно нормально вращается. Но есть большая опасность, что оно опять может сойти с посадки, и это дело нужно как-то укрепить. Также нужно сделать ящичек, установить фильтр нулевого сопротивления. И можно еще установить вот этот кожух. Оно будет работать как адский пылесос. На 5 киловатт с крыльчаткой от турбины. До этого крыльчаточки я раскручивал струей от компрессора. И тактильно измерял вибрации. Держась вот здесь за валик, можно измерить, есть вибрации или нет вибраций. Но здесь есть небольшой люфтец. То есть оно может вот так в резонанс, во-первых, входить. Во-вторых, нужно постоянно подливать маслице, иначе крыльчатка может заклинить. Оно очень быстро оттуда нивелируется. Поэтому, чтобы качественно оценивать вибрации, нужно разгонять до безумных оборотов и иметь возможность как-то это контролировать. Сделаю подшипниковый узел и сделаю вот эту вот воздуходувку. Уже дособираю. Ее нужно опять же в какой-то корпусочек засунуть, чтобы было удобно пользоваться. Итак, стартуем. Начнем с укрепления двигателя карбончиком. Возьмем немножечко карбончика. Такого еще в нитях. И немножечко кевларчика. Для композита решил попробовать американскую эпоксидку. Это сама смола. А вот, собственно, отвердитель. Здесь написано 25 минут. То есть время полимеризации ее 25 минут должно быть. Я решил не доверять написанному, друзья, а проверить. В итоге что получается? Я ее размешал как положено, 1 к 5. У меня есть точные весы, измерял на них. В итоге я уже 2 часа жду, когда она застынет. Сделал пробные мини-композиты, чтобы потом впоследствии проверить их на прочность. И поджариваю их над печкой. Здесь температура около 60 градусов. Спустя 2 часа они кое-как схватились уже. Причем вот здесь я добавил еще отвердителя, и здесь 2,5 к 1. Но оно как-то особо быстрее не стало. Да еще есть места, где вообще она особо как бы и не застыла. Вот видно, тянется. То есть, ребят, я не знаю, что это, в чем прикол. Возможно, я что-то делаю не так. Но мой вам ценный совет, ребята, всегда перепроверяйте эпоксидку, когда хотите сделать что-то серьезное. Всегда в эпоксидках есть свои нюансы. Всегда можно меньше, к примеру, отвердителя немного добавить, либо немножко больше, если она не хочет застывать, либо застывает слишком быстро. Я, например, всегда перепроверяю это дело, вот как и сейчас, и у меня вот какие-то интересные новости. 25-минутная смола не сохнет при нормальной температуре, здесь где-то 25 градусов, целых 2 часа уже как. Да, на 60, естественно, процесс идет быстрее, я не знаю, ребят, как так. В общем, такие приколы, жду дальше, потерял 2 часа времени уже.
Склеил листы кевлара, на нем очень показательно. Если слабая эпоксидка, оно просто разлущивается, а кевлару ничего не делается. Будем пробовать делать краш-тест после полной полимеризации смолы. Итак, ребята, вроде бы удалось высушить эпоксидку 25-минутную. Прошло 2,5 часа времени. Сразу могу отметить, что там, где я добавил отвердителя, она такая более мягкая. Немножечко. То есть это говорит о том, что все-таки нужно мешать по правильным пропорциям. И вот здесь она получилась такая жесткая, крепкая, хотя она даже еще горячая. При горячем она обычно остается мягенькой. В общем, сейчас отклеим и попробуем сломать. Это раз. Композитик такой проверочный. Ну, жестко, я уже чувствую, что эпоксидка хорошая. Это два. Это помягче. Такая вот она до сих пор гнется. Ну а та, которая в банке, спустя 2,5 часа так и не застыла без температуры дополнительной. Эти пластины я уже под конец грел до 120 градусов. Честно говоря, чувствуется, что качественная эпоксидка. Обычная уже не выдержала, расслоилась бы. Это держит даже кевлар. Оп. Класс, ребят. Именно ломается, а не расслаивается. Все, меня такое качество вполне устраивает. Можно переносить на двигатель. Заново размешаю и буду сушить при температуре. Ну, а это, где 1 к 2,5, это вот, видите, плохая получилась. Вот. То, о чем я говорю. Оно начинает вот здесь вот тупо расслаиваться. Короче говоря, нужно мешать, как в мануале написано. С такой эпоксидкой, ребята, получается хоть на край света. Классная прочность у нее. Мне понравилось. Очень понравилось. Хорошенечко перемешиваем. Хорошо, что здесь ребристая такая поверхность. Будет хорошо держаться, никуда не денется. Я, если честно, ребят, очень сильно испугался за этот двигатель, когда он начал тарахтеть. То есть вот эта часть сместилась вот так вот и начала прикасаться к неподвижной части. Я думал, все, катастрофа, что-то разлетелось. Но оказалось, просто сместилось. Я разобрал, снял кожух и обрадовался. Думал, быстро починю. Ну вот долго уже лежит эта вещь, потому что была без надобности. Для начала пропитаю карбончик и вложу в пазы. Ну а сверху кевларчик, а совсем сверху еще раз карбончиком. Сейчас колечко еще здесь намотаем и будем накрывать кевларом. Так, это чудо техники мы пока откладываем до скорейшего застывания, а сами займемся ответной частью, собственно, той частью, на которой будет вращаться турбинка. Пока застывает эпоксидка, мы немножечко поконструируем. Нарисуем чертежик сейчас на основе вот этой детали, которая вставляется в воздуходувку. Да, ребята, кстати, купил я все-таки готоваленку. Помнится, я хотел это сделать. И вот купил маленькую для начала такую. Простейшую, но она махровая, тем не менее. Это ладно, это такое лирическое отступление. Нам же нужно начертить. К сожалению, потерпел неудачу. При первом запуске вибрации не пропали. Я все силы бросил, чтобы отбалансировать ротор. Вот так он выглядит после усиления. Но ничего не получилось, друзья. Пока я не разобрал этот двигатель, я не увидел, в чем причина. Во-первых, магниты порассыпались. Но это на самом деле не самая главная проблема. А самое главное находится вот здесь. Вы видите подшипник? Я его тоже не вижу, он куда-то аннигилировал. Раньше он был вон там.
То есть сейчас осталось лишь 2 кольца, а шарики отсутствуют. В общем-то, такие дела. Здесь используются маленькие подшипнички обычно. Такого плана. И там очень-очень все маленькое. И сепаратор, видите, пластмассовый какой-то. Видимо, он разлетается, и шарики после этого вылетают. Потому что вот такие двигатели для радиоуправляемых моделей не предназначены для особо долгой работы. А я уже много-много его эксплуатировал. И, к сожалению, его эксплуатация подошла к концу, ребята. Восстановить, в принципе, это все дело можно. Можно заново создать ротор. Но у нас слишком мало времени, чтобы все его тратить на экспериментальную установку. Придется немножечко остановиться. Ну, а эта штука, она вот видите, как хорошо и легко вращается. Именно та часть, которую делал я. Ну, а вот эта вот заводская вещь немножечко не выдержала. Ладно, придется остановиться и продолжить заниматься другими делами. Так что, ребята, чтобы проект надолго не останавливать, воспользуемся, наверное, старым добрым методом для проверки балансировки. А именно вот таким. Просто раскручивая турбинку и ощущая на пальцах, есть ли вибрация. Эта турбина отбалансирована на заводе. Но, тем не менее, какие-то вибрации я ощущаю. То ли это связано с несоосностью, возможно, подшипника, то ли еще с чем-то. Ну, вибрации тактильно ощущаются очень хорошо. И как бы у меня есть чем сравнивать с заводской турбинкой, которая на заводе отбалансирована, и она может до 120 тысяч оборотов крутиться. Можно, конечно, было этот видос и не выкладывать, потому что задумка не получилась. Но я его выложил именно специально, чтобы вы заценили, как оно бывает в этой жизни. Что не всегда все идет по плану, не всегда все гладко. Я думаю, каждый сталкивался с такой ситуацией, когда делаешь что-то, стараешься, оно может не получиться. Но нужно не расстраиваться, не отчаиваться, откладывать вот это дело куда-то в долгий ящик. Сама эта конструкция классная, хорошая, еще может пригодиться. И приступать обратно к изготовлению микротурбореактивного двигателя. Без всяких проблем.